Друзья, всем привет! Я, как говорится, прям с корабля на бал. Вот только что приехал с почты, со второго захода получил вот эту посылку. С первого не получилось, почему? Потому что отказалась мне почта высылать. Точнее, высылают коды для получения посылок, но эти коды не приходят на мой телефон. Представляете? Штук, наверное, 20 отправили, все, не получается. Пришлось возвращаться домой, брать паспорт и с паспортом по старинке заполнять бланк, чтобы получить вот эту вот посылку, которую я ждал просто, знаете, с таким вожделением. И вот сейчас эта посылочка с полезностью для орхидей. Ой, друзья, хочу сразу сказать, что у меня ожидания... Ой, микрофон упал, я его второпясь под одеждой не пропустил. В общем, вот так вот сверху. Значит, у меня ожидания от того, что просто зашкаливают. Почему? Потому что, объясню, такая, знаете, небольшое такое вводное, чтобы было понятно. Значит, вот здесь, друзья... Здесь вот такая большая коробка, куплена мною. Полезность для орхидей очень и очень такая прям вот, знаете, самое то, что нужно, как говорят, то, что бабушка прописала, да, для орхидей. И вот на сегодняшний день я первый покупатель вот этой вот полезности, которая, абсолютно всем орхидеям заходит. И это вот, знаете, я вот сейчас прям нагнетаю обстановку. Почему? Потому что вот эта полезность на сегодняшний день продает только один продавец. Больше никто, нигде эту полезность не производит из-за ее, знаете, долгой цепочки доведения до, скажем, состояния применения. Вот так вот. То есть слишком большой долгий процесс. Аналоги заграничные у нас были, но ввиду всех произошедших событий аналог перестал поступать на российский рынок. И если где-то и поступает, то стоит просто как крыло от самолета Boeing. Поэтому сегодня я с большим удовольствием делаю распаковку этой посылки. Первый из покупателей вот этой вот полезности, друзья. И если она оправдает мои ожидания, в чем я, собственно, не сомневаюсь. Почему? Потому что все это делалось практически по моей инструкции. Да, вот я бы так не побоясь сказал. По тем видео, что есть на канале у нас. Вот, которые выходили много-много лет назад. То есть это вещь того, чего я, например, очень долго ждал. Самому подобное производить, возможности не было из-за отсутствия подходящего сырья в том регионе, где я проживаю, друзья. Вот. А здесь нашелся человек, который стал это дело делать. Вот. И не просто делать, а с душою. Вот. Предоставляя видео, ролики всего процесса приготовления этой вкусняшки для орхидей. Вот. И, понимаешь, что это сделано с душою, просто с душою. Ой, друзья, какая прелесть, какая прелесть. Так, ну что, я думаю, что некоторые уже особо, скажем, проницательные зрители нашего канала уже, по всей вероятности, догадались, что здесь. Так, я начну здесь, значит, два таких вот, знаете, баула. Да, друзья, вы уже видите, что это. Вы уже видите, она обалденная, просто обалденная. Я вот так вот не побоюсь отрезать вот эту штуку. Вау, да. Да, друзья, это оно. То, что
О, прям, знаете, даже тактильные ощущения, они настолько вот кайфовые, что вот, знаете, вот просто даже вот руку положил, щупаешь ее, держишь в руках и уже получаешь удовольствие. Друзья, это варенка. Это, друзья, варенка. Варенка для орхидей. Обалдеть, друзья. Вареная кора ручного производства, я бы хотел сказать, ручного помола, и сваренная, проваренная кора и высушенная. Друзья, какой у нее, вот знаете, у вареной коры своеобразный такой, знаете, элегантный, утонченный аромат. Она вот по-другому пахнет, чем свежая, просто нарезанная. И даже вид у нее, смотрите, какой бархатный. Она такая бархатная. Она просто вот... Даже вот собака сейчас лежит у меня под моим столом, и она с удовольствием сейчас начнет ее измельчать. Посмотрите, какая, как будто бы слегка галтованная, но это она обваренная, друзья. Она сваренная и хорошо высушенная. Почему я так радуюсь? Потому что сам процесс варки занимает не 1 час, она варится достаточно долго, чтобы выварить из этой орхидеи, ну, хотя бы не максимальную, но какую-то основную часть смол, который находится в самой коре. Освободить волокна от смол, расширить эти волокна. То есть эта кора, она приобретает влагоемкость намного больше, чем та кора, которая свежая. Посоревноваться с этой корой может только, наверное, кора, которая с старого упавшего дерева, пролежавшего не 1 год под открытым небом, прошедший несколько циклов, вот эти, знаете, намок под дождем кора, потом просохла под солнцем, намокла, просохла, намокла, просохла. Вот с десяток другой вот таких вот циклов, вот вареная кора может сравниться вот с вот такой вот старой корой, которая за долгие месяцы выветривает, высвечивает солнцем, вымывает дождем эту смолу, расширяет, увеличивает объем внутренний вот этих вот волокон, она становится влагоемкая, хорошо впитывает воду и долго, равномерно эту воду отдает во внешнюю среду, в которой находятся корни. То есть вот такая вот красота, друзья. Я очень прям, смотрите, какая прелесть. Ваф. Так, это значит одна фракция у нас. Вот такая вот фракция. Цена, друзья, я вам сейчас назову цену. Вы не поверите. Сейчас, вот в настоящий момент, продавец продает эту кору по цене дешевле, чем продают различные производители коры в промышленном масштабе, которые это делают. Везде продаются и у продавцов, и везде продается кора. И вот она дороже, чем вот эта варенка. Вот эта варенка, друзья, на сегодня 100 рублей литр. Друзья, 100 рублей литр. Можете представить? 100 рублей литр. Кошмар. Я не знаю, как долго такая цена будет у этого продавца, потому что, ну, понятно, что процесс приготовления этой коры, он достаточно трудоемкий. Ее нужно собрать, нарезать. Вот. Мне как первому, я скажу честно, друзья, мне как первому покупателю эту кору хотели просто дать бесплатно нашему каналу эту кору, протестировать, но я наотрез, вот честно скажу, я наотрез отказался, я за эту кору заплатил по 100 рублей за литр и с удовольствием вам хвастаюсь ей. Вот это покрупнее, друзья, вот это покрупнее фракция. О, она вообще немножечко побольше, чем, смотрите, вот такая. Вот это вот такая, знаете, средняя, да, вот средняя, вот на фоне моем. А я даже линейку сейчас возьму, мы с вами замеряем кусочки. Друзья, оптимальнейшие кусочки, прям, ну, можно, конечно, помельче, но, в общем, где-то 1,5, ну, господи, где такую линейку-то мне подсунули? Кто мне подсунул такую линейку? Вот, вот, друзья, смотрите.
Вот такие вот в среднем кусочки. Вот, видите? Вот, средние, где-то 1,5-2 сантиметра. Встречаются, может быть, вот такие вот кусочки. Вот, но это средняя, хорошая такая средняя, средняя это. Для чего я ее купил, друзья? Во-первых, я долго ждал, когда же где-то у кого-то попадется, точнее не попадется, а начнут торговать вот этой вареной корой. Вареной корой. Вот, Мася, подожди. Потому что самому в домашних условиях это, конечно, ну, время нужно. Я бы варил, но просто у нас нету материала, то есть у нас нету достаточно, знаете, лесов сосновых, еловых, где можно было собирать кору и вот ее использовать. Все, что было, была какая возможность, я за пару-тройку лет в ближайшем окружении все собрал, ничего нету. А с живых сосен, ну, нельзя собирать и сдирать кору, поэтому нет такой возможности. А здесь вот такая вот кора. В общем, для чего я ее купил, друзья? Значит, те, кто смотрит постоянно наш канал, те помнят, что недавно, буквально, одна из зрительниц нашего канала, подписанная и на наш канал, на этот, и на канал второй Троняшкин Папа, прислала подарок мне. Вот такие вот обалденные кашпо. Вот. И я прям ждал, когда же придет вот эта посылочка с корой, чтобы вот в эти кашпо сделать посадочки с применением, друзья, вот этой вот шоколадной, обалденной, во всех смыслах, и для орхидей, и в визуальном плане, и в тактильном плане, вообще в эстетическом, смотрите, какая прелесть, посадить орхидеюшки вот в такую вот, друзья, кору. Конечно же, с использованием наших с вами любимых, как мы это любим, различных фитилей, добавления, да. Но это мы посмотрим. У меня есть некоторые интересные придумки для посадки вот в эту кору, и прям в ближайшее время мы с вами посадим вот в эти вот посадочки несколько орхидей, будем наблюдать. Но я уверен, я сажал уже в вареную, в собственном производстве кору, я знаю, что это просто самое-самое-самое, что ни на есть лучше. Это примерно, знаете, я сравниваю всегда, мне вопрос задают, с чем сравнить посадку в вареную именно кору, это примерно, знаете, как, с чем сравнить. Ну вот представьте, вы катаетесь на автомобиле. Неважно, какой автомобиль, там, Mercedes, неважно, или там Porsche, или там наша Лада Калина, да, неважно, по дорогам. Но все равно ездите, перемещаетесь из пункта А в пункт Б. А теперь представьте, что вы на лошади. То же самое расстояние катаетесь по природе, где-нибудь в горах, в лесу на лошади. Вроде бы тоже перемещаетесь в пространстве из пункта А в пункт Б, но совсем другие ощущения, другой кайф, другой вообще вот это вот все, вся вот эта вот обстановка совершенно другая. Вот посадка орхидеи именно в варенку, друзья, это вот что-то такое сродни, наверное, я не знаю, катание на лодке с веслами, катание на лошади, прогулка по лесу пешком, ну вот что-то такое, вот знаете, такое вот атмосферное, да, ну не говоря уже о том, что это полезное в том числе. В общем, друзья мои, ссылку на продавца, я доволен, честное слово, ссылку на продавца я оставлю в описании под этим видео. Значит, она у нас участница нашей группы по продаже орхидей, которая называется орхидеи, покупка-продажа, обмен ВКонтакте. Она там выставляет образцы своей коры. И в том числе у нее свой аккаунт упаконтакте. Можете зайти. Анна ее зовут. Я прям ссылочку оставлю в описании под видео. Можете купить у нее вот эту кору по 100 рублей.
то, что есть у нее в наличии. Вот такая вот вареночка, друзья. Все, я счастлив, я доволен. Прям... Нюхайте.